Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Американский BlackRock за 11 миллиардов прикупил контроль над гигантским газовым месторождением Джафурах в Саудовской Аравии. Александр, а что происходит? Тут американцы, получается, с потрохами Саудовскую Аравию покупают? Или что там за гигантское месторождение такое интересное? Да, действительно, это довольно крупное месторождение с запасами 6,5 триллионов кубических метров газа, 75 миллиардов баррелей газового конденсата. То есть это газоконденсатное месторождение. И если у вас не ёкнуло при фразе 6,5 триллионов кубических метров запасов, то вы зря. Вот сейчас как раз самое время немножечко упасть со стула, а потом подняться и дослушать дальше. Одна проблема у этого месторождения, насколько известно, запасы относятся к категории нетрадиционных, то есть при прочих равных условиях затраты на добычу этого газа, на добычу этого газового конденсата будут выше. Это так, если вот отбросить все несущественные детали и сконцентрироваться на существенном. Но прежде чем мы перейдем к параметрам разработки, параметрам, которые предполагаются в области добычи как газа, так и конденсата, и прежде чем мы перейдем к тому, чтобы посмотреть, а как это все вписывается в общую энергетическую картину Саудовской Аравии, давайте закроем тему про BlackRock. Потому что, я так понимаю, что BlackRock — это такой слон в комнате, который, как у них там вот, в местах, откуда BlackRock берет свое начало, вот у них любят выражение про слона в комнате. Так вот этот слон сейчас с нами в комнате. Давайте подведем его сюда и поговорим о нем. Итак, BlackRock. В принципе, если прочитать просто заголовок, то, безусловно, сложится впечатление, что американский фонд вот так вот по локоть, а то и по плечевой сустав, запихнул руку просто в Саудовскую Аравию и одной рукой, значит, достал оттуда газ, 6,5 триллионов кубов, а другой рукой, которую тоже предусмотрительно запихнул в Саудовскую Аравию, извлекает 75 миллиардов баррелей газового конденсата. Но тут нужно посмотреть на условия сделки. А по условиям сделки, и сейчас я боюсь, участия нашей аудитории случится такое легкое «чего?». Вот готовьтесь, сейчас будет легкое «чего?». Условия сделки следующие. BlackRock дает деньги и покупает это месторождение. После чего Saudi Aramco арендует это месторождение и как бы оплачивает аренду, по сути, с денег, которые зарабатывает на добываемом сырье. Еще раз. Saudi Aramco продает месторождение, которое по объемам, по сути, относится к уникальным. То есть таких месторождений раз-два и обчелся во всем мире. 6,5 триллионов кубов. Это просто запредельная величина. Продают. Говорят, ребята, а теперь мы у вас будем арендовать это месторождение, чтобы тут добывать газ, газовый конденсат, и радостно это все куда-то продавать. Мы сейчас поговорим, куда будут продавать. А денежку будем вам выплачивать вот с тех средств, которые будем зарабатывать на извлечении. Я сейчас молчу, я даю возможность части нашей аудитории сказать, чего? А теперь для чего так делается? Это есть такая схема взаимодействия, абсолютно легальная, в рамках которой вы совершаете такого рода сделку, что-то свое продаете, а потом это свое бывшее арендуете и покупателю денежку платите. Для чего? Для того, чтобы, дорогие друзья, во-первых, не платить налоги на имущество. Потому что это же не ваше имущество. Вы это вообще арендуете. Это каких-то американцев. А вон они. Ребят, спросите их. Это, кажется, они должны за это все платить. То есть вы снижаете налоги, которые вам необходимо платить вот с этого чего-то, с этого имущества. При этом вы получаете свободные денежные средства, которые можете направить куда-то еще, а оплачиваете аренду вы в процессе производственной деятельности. Не то чтобы это универсальное решение на все случаи жизни, но так делают.
чтобы максимизировать прибыль, которую вы получаете. Почему BlackRock? Ну, потому что далеко не каждый фонд может так взять и из кармана 11 миллиардов долларов достать. Это тоже, знаете, не банальная такая история, чтобы вот 11 миллиардов взять и прикупить себе месторождение. То есть далеко не у каждого фонда найдутся подобного рода средства. Ну или их эквивалент. Здесь нашлись. Поэтому к кому обращаться? Ну, к BlackRock обратились. Могли еще к кому-то обратиться, но вот обратились к ним. Звучит все одиозно, но по большому счету Сауди Арамко просто пытается немножко больше денег заработать на месторождении, которое будет требовать, видимо, более существенных затрат, чем их традиционные активы. А теперь про контекст. Сначала контекст количественный. Ну, Саудовская Аравия добывает, если говорить о сырой нефти, то есть без учета газового конденсата, она добывает, ну, точнее, будет иметь право добывать с сентября 2025 года в рамках сделки ОПЕК+, примерно 9,5 миллиардов, 9,5 миллионов баррелей в сутки. Из этого объема Саудовская Аравия потребляет примерно 4 миллиона баррелей в сутки. Что касается газа, то Саудовская Аравия добывает газ. И добыча у них за последние лет 10 увеличилась. Увеличилась, ну не сказать, чтобы фантастически в абсолютных выражениях, но если проценты там брать, то да, там будет очень существенный рост. Было где-то 95 миллиардов кубических метров, вот в первой половине 2010-х годов, ну или в середине 2010-х годов, а по итогам 2024 года было порядка 125 миллиардов кубических метров. Притом практически весь этот газ, ну то есть это примерно тот объем газа, который сама Саудовская Аравия потребляет. Что касается самого вот этого месторождения, то планируется, что добываться на нем будет порядка 20,5 миллиардов кубических метров. То есть суммарный объем производства в Саудовской Аравии с учетом этого месторождения увеличится где-то до 145 миллиардов кубов. Ну, примерно. И еще 200 миллионов баррелей газового конденсата будут добывать. То есть, заметьте, 6,5 триллионов. Угу. А добывают вот столько. Точнее, планируют добывать в год вот столько. Там 75 миллиардов, а собираются в год вот 200 миллионов добывать. Если вдруг что, 200 миллионов баррелей газового конденсата в год, это примерно порядка 30 миллионов тонн. Это не сказать, чтобы какой-то фантастический, опять же, объем, но данные объемы газового конденсата, безусловно, заметно повысят показатели Саудовской Аравии. А теперь самое главное про Саудовскую Аравию, что у нас зачастую несколько забывается. Но я уже как бы прозрачно намекнул на это обстоятельство, а именно, а куда деваются эти 4,5 миллиона баррелей в сутки на территории Саудовской Аравии? Там вроде, куда? Там машин столько, что ли, ездит? Там просто у каждого по несколько автомобилей и все гоняют туда-сюда? Нет. Там все интереснее. Саудовская Аравия – это одна из немногих стран, где активно используются нефтепродукты для производства электрической энергии. И я не припомню других стран, особенно такого масштаба, где также бы активно использовалась нефть для производства электрической энергии. То есть электроэнергетика Саудовской Аравии напрямую завязана на нефть. И Саудовской Аравии это обстоятельство немножечко не нравится. Немножечко не нравится не по экологическим соображениям. Хотя они в определенном смысле во всей этой истории тоже присутствуют. Но про экологию, если позволите, чуть дальше скажу. И как эта экология связана с экономическими соображениями. Сейчас же я обращу внимание, что не нравится это руководству Саудовской Аравии, вот эта ситуация, тем, что сжигаются деньги. Деньги сжигаются, которые можно было бы заработать на зарубежных рынках. То есть представьте, вы, так исторически сложилось, завязаны на производство электрической энергии из нефти.
При этом вы являетесь крупным экспортером нефти. Можете ли вы, не увеличивая добычу, увеличить поставки за рубеж? Можете. Сократите свое потребление. За счет чего? За счет развития, к примеру, газовой генерации. И тут мы приходим еще и к экологическим соображениям, которые так незримо здесь присутствуют. Я думаю, многие из вас видели новости о том, что в Саудовской Аравии ветропарки открывают, солнечные электростанции ставят. Видите, даже крупный производитель нефти уже задумался о том, чтобы переключиться на возобновляемые источники энергии. Вот какие они молодцы. А вот теперь давайте рассмотрим такие новости вот в этом описанном контексте. То есть вы ставите ветрячки и снижаете объемы сжигания нефти. Берете эту нефть и отправляете за рубеж. Ведь сделка ОПЕК+ регламентирует не объемы экспорта, по большому счету, если только специально это не оговаривается как-то в отдельных каких-то условиях. Нет. Сделка ОПЕК+ регламентирует объем добычи. То есть вы, сохраняя тот же объем добычи, поставив ветрячок, можете, пусть не намного, но увеличить объемы экспорта нефти. Я не говорю, что тут прямая взаимосвязь. Ветряк поставил, увеличил экспорт. Но при накоплении достаточного количества вот этих электростанций, при сохранении должной доли традиционной энергетики, которая все равно должна балансировать вот эти вот возобновляемые источники, вы сокращаете свое потребление и можете отправлять больше нефти за рубеж. Чистые деньги приходят к вам. Вы ассигнациями, как говорил великий ученый Менделеев, не топите, ну или точнее, немножко переделав под эти реалии, вы ассигнации не сжигаете, чтобы электричество получить. Но у этих всех экологических соображений, точнее, здесь все-таки есть некие экологические соображения, которые все равно упираются в вопросы экономики. Есть проблема, связанная с косвенным налогообложением, которое постепенно будет нарастать в области углеродного следа. То есть, чем больше вы производите выбросов углеродов при производстве того или иного сырья, того или иного конечного продукта, тем больше шансы, что при отправке своего продукта на какой-то зарубежный рынок вы будете платить повышенную пошлину. И наоборот, если вдруг вы включаетесь в какую-то международную структуру, международную систему торговли зелеными сертификатами, ну, допустим, как-то так получилось, то вы не только не подпадаете под все эти зеленые ограничения, но наоборот, вы можете еще и дополнительно зарабатывать, продавая вот эти зеленые сертификаты. То есть у вас есть некая норма выбросов, вы выбрасываете меньше, соответственно, вы можете свою норму, вот эту вот разницу между выбросами и нормой продать кому-то еще, кто не справляется, в отличие от вас. Кстати, в России такая система сейчас худо-бедно работает, и на этом тоже, в общем, некоторые компании умудряются зарабатывать. То есть вы поставили у себя солнечную панельку, вы сократили выбросы СО2 при производстве своей продукции, при производстве нефти. Вы поставили ветрячок, еще сократили производство выброса СО2. Значит, что? Значит, все, с вас не надо брать какие-то дополнительные налоги, а в перспективе вы можете еще и зарабатывать на том, что вы вот этот самый углеродный след сокращаете. То есть, когда вы видите новость о том, что та или иная нефтедобывающая страна у себя ставит ветряки, солнечные панели, вы задайтесь, и если вы видите, что это подается под, вот, началось, нефтяники уже сообразили, уже везде панели солнечные, уже везде ветряки. Переходи и ты на ветряки и солнечные панели. Вы задайтесь главным вопросом. Производство нефти они сократили? Экспорт они как сократили? А то, знаете, у нас тут тоже некоторые экзальтированные граждане стали говорить, ну, смотрите, нефтеперерабатывающий завод один в России теперь поставил солнечную электростанцию на 20 мегаватт. А это значит что? Нефтяники признают необходимость зеленой энергетики. Все. А хочется задать вопрос. Означает ли это, что нефтеперерабатывающий завод прекращает работать? Означает ли это, что нефтеперерабатывающий завод прекращает производить моторное топливо? Или это делается в связи с некой зеленой системой, которая позволяет снизить потенциальные расходы и даже получить некую прибыль? Вот.
Подобная же история происходит и с Саудовской Аравией. Саудовская Аравия в данном случае не подпадает под невероятную зависимость от BlackRock, за бесценок продавая ценные ресурсы. Это конкретно компания Saudi Aramco снижает количество налогов, которое будет вшито в каждый отдельно взятый баррель, добываемый на этом месторождении, в каждую отдельно взятый кубометр газа, который тоже будет добываться на этом месторождении. Притом относительно тех запасов, которые мы видим на этом месторождении, объем добычи будет невелик. Именно относительно, так-то, вполне представительные объемы добычи, притом они позволят заметно нарастить, в принципе, суммарное производство углеводородного сырья на территории Саудовской Аравии. Однако ничего экстраординарного в этом, пожалуй, нету. И это полностью соответствует желанию Саудовской Аравии расширять, допустим, потребление газа для производства электрической энергии, точно так же, как они и иные энергоносители используют для производства электрической энергии, сокращая потенциально спрос на нефть. Ведь электричества надо все больше, и даже если вы не сократите спрос на нефть, поставив лишнюю электростанцию, вы не увеличите спрос на нефть, которая будет сожжена для производства электрической энергии ввиду растущего спроса на электричество. А если вы еще и сократите спрос на нефть в электроэнергетике, то замечательно. Вы сможете больше вывести. Ведь Саудовская Аравия – это один из, по-моему, 5 крупнейших потребителей нефти на планете Земля. После США, Китая, Индии, России. И вот Саудовская Аравия тоже где-то рядом. Мы вот с Саудовской Аравией по объемам потребления нефти, знаете, где-то вот 4-5 место. Вот мы там друг с дружкой боремся. Саудовская Аравия очень хочет нам уступить. Поэтому увеличивает добычу газа, увеличивает потребление газа для производства электрической энергии, и все прочие энергоносители. На сегодня, дорогие друзья, все. Александр, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.